Привет! Сегодня наша прогулка к одному из самых красивых водопадов в Израиле – водопаду Баниас. В этом месте ручей Баниас протекает по красивейшему ущелью. И чтобы пройти к водопаду, над ущельем в 2010 году был проложен подвесной мост. Вот туда мы сегодня и направляемся. Природно-исторический заповедник Баниас состоит из двух частей. Первая часть – это истоки ручья Баниас, пещера и остатки языческого храма бога Пана, руины Кесарии Филипповой и дворца Ирода Агриппа II. Об этой части заповедника я рассказывала в двух предыдущих видео. Вторая часть заповедника – это ручей и водопад Баниас. К водопаду можно пройти по полуторачасовому маршруту из исторической части заповедника. Но мы решили не тратить 3 часа времени, а пройти 45-минутный маршрут от стоянки, прилегающей к водопаду. Это прекрасный маршрут. Прекрасно я говорю сейчас, потому что сейчас мы спускаемся. Обратно это подъем. На входе нам сказали, сколько ступенек? 450 примерно? Да. Вот, так сейчас я довольна. Мы спускаемся вниз 450 ступенек, обратно 450 ступенек вверх. В 2020 году, если я не ошибаюсь, к водопаду дорога была перекрыта из-за огромного обвала. Но место обвала довольно быстро расчистили, и подход к водопаду был восстановлен. Знаете, что это за дерево? Это дуб. Не верите? Я тоже не думала. Но смотрите, что упало мне на голову. Желуди. Так что никуда не деться. Это дуб. Вот с такими желудями. Продолжаем спуск. Знаете, после обеда вдруг стало немножко пасмурно. Солнце зашло за тучки. И это прямо нам на руку. Очень тихо, народа никого. И слышно шум ручья. Я надеюсь, после тех дождей, которые недавно прошли, водопад полноводный. Очень хотелось бы увидеть его во всей мощи. Ну, а мы продолжаем тем временем спускаться. Есть вот такие места с затененными, со скамеечкой, где можно передохнуть. Но это на обратный путь. Вниз мы идем довольно бодро. Кстати, этот водопад не очень высокий. Он, по-моему, 21 метр всего высотой. Но по красоте своей он впечатляет. Мы уже были в этом месте. И поверьте, я не устаю ходить сюда. Всех гостей, которые к нам когда-либо приезжают, мы обязательно водим в это место. Вот здесь уже указатель на подвесной мост. И мы спускаемся к этому мосту. Ощущение, что ты попадаешь в сказку.
Ух ты! Смотрите, какая мощь! Ну что ж, мы идем по подвесному мосту вдоль ручья Банеас. Останавливаться хочется просто в каждом месте. Посмотрите, что творится. Полный релакс. Часть маршрута идет вот под таким ступенькам, а часть по мосту. Похоже, вот здесь когда-то был обвал. Видите, вот эти скалы сейчас укрепили, раньше этого не было. Но мы уже видим водопад, осталось совсем немножко, но пропустить вот это просто нереально. Ну что ж, мы дошли. Готовы? Ну, конечно, это не Ниагара, но все равно для такой маленькой страны, как Израиль, вот такие жемчужины, они очень ценны. И прогуляться по подвесному мосту мне лично доставило огромное удовольствие. Кстати, наверное, больше удовольствия, чем сам водопад. Не могу не удержаться, чтобы не запечатлеть себя на фоне этого безумия. Ну, посмотрите, до чего же это красиво. И очень мокро. Как мы вовремя пришли. Боже мой. Обратная дорога выглядит немножко по-другому. Мы идем по верхней части маршрута. Но если вы думаете, что ступенек здесь нет, вы ошибаетесь. Здесь очень много ступенек. Я пытаюсь поймать в кадр. Похоже, это осиное гнездо, потому что я вижу, что там похожи осы. И вот я ни разу не видела осиное гнездо. Это оно? Кто знает, подскажите. Вот это гнездо крупным планом. Очередной шок. Если маршрут грязный, здесь оборудовано вот такое место для мытья обуви. Израиль, я тебя обожаю. Друзья,
На этом наша прекрасная релаксирующая прогулка завершена. Я надеюсь на новые встречи. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч. Всего всем хорошего. Всем пока.